Пахнет очень вкусно, ароматно, яблоками запеченными. Посмотрите, какой красивезный у нас получается пирог. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший яблочный пирог, в котором очень много яблок и мало теста. То, что нужно для нашей фигуры. Нам понадобится 4 яблока, или можно 3 яблока и 1 груша. Весом общим 700 граммов. У яблок и груши удаляем сердцевины. Конечно же, количество яблок и груш может быть другим. Если у вас маленькие яблоки, то их понадобится больше. Просто ориентируйтесь на вес 700 граммов. Нарезаем яблоки на слайсы, где-то 5 мм в толщину. Если вы хотите, то можно очистить от кожицы яблоки, но я так никогда не делаю, потому что здесь и витамины, и клетчатка, поэтому всегда оставляю. Для теста берем 2 яйца, добавляем щепотку соли, 110 граммов обычного сахара и также 10 граммов ванильного сахара для аромата. Все это взбиваем до пышности, где-то 2-3 минуты. Посмотрите, как посветлела и увеличилась в объеме масса из яиц и сахара. Где-то в зависимости от мощности вашего миксера на это уходит 3-4 минутки. Дальше добавляю сюда 100 мл молока. И взбиваю еще 30 секунд, просто чтобы молоко распределилось. Здесь у меня 150 граммов муки, добавляю чайную ложку с горкой разрыхлителя. Вот так немного перемешаю и добавляем в основное тесто. Все вместе перемешиваем буквально 1 минуту на несильных оборотах. Посмотрите, какое получилось тесто, оно слегка жидковатое, поэтому я добавлю сюда еще 20 граммов муки. Если у вас уже со 150 граммами муки тесто более густое, то не добавляйте больше муки. Подготовим форму. Идеально подходит разъемная форма диаметром 23-24 сантиметра. Но мне сейчас нравятся более низкие пироги и большего диаметра, поэтому у меня вот такая вот керамическая форма, неразъемная, диаметром 25 сантиметров. Но в принципе вы можете сделать и в прямоугольной форме, абсолютно в любой. Форму выстилаем пергаментом и хорошенько смазываем сливочным маслом. Уже сейчас прогревайте духовку до температуры 180 градусов, чтобы тесто у вас не стояло и не ждало, потому что разрыхлитель уже работает. Высыпаем яблоки в тесто. Как вы знаете, влажность муки разная, поэтому вам может понадобиться от 150 до 180 граммов муки. Смотрите, чтобы тесто не было слишком жидким. Перемешаем яблоки в тесте. И посмотрите, как у нас много яблок и совсем немного теста. Когда мы вот так вот перемешиваем, то все яблочки будут подкрыты тонким слоем теста. И не будет никаких пустот в готовом пироге. Перекладываем тесто в форму. Как видите, вкусы наши меняются, и раньше мне нравились высокие пироги маленького диаметра, сейчас же мне нравятся пироги более большого диаметра и при этом тоненькие, с корочкой сверху и снизу. Разравниваем и утрамбовываем яблоки в форме. Пару раз ударим формой об стол, чтобы все пустоты у нас были заполнены. Отправляем выпекаться при температуре 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции, ориентировочно на 30-35 минут. До полной мягкости яблочек и, конечно же, красивого, аппетитного, румяного цвета пирога. Посмотрите, какой роскошный пирог получился. Чтобы получить такой красивый румяный цвет, я запекала 45 минут. Но вы ориентируйтесь по своей духовке. И также нужно, чтобы все яблочки были мягкие, поэтому можете деревянной шпажкой проткнуть и проверить. Перекладываем на блюдо или на досточку и аккуратно убираем пергамент. Готово. И теперь отрезаем кусочек. Здесь очень много яблок и совсем немного теста. Пахнет очень вкусно, ароматно, яблоками запеченными. Посмотрите, какой красивезный у нас получается пирог. Тесто у нас видно, что с разрыхлителем, воздушное, пористое.
и очень-очень много яблок, просто очень много яблок. Я люблю такие яблочные пироги. Шматочек. Посмотрите, как красиво, сколько яблок, очень много и тоненький слой теста между яблочками. Пирог очень вкусный получился, но я думаю, вы и так это понимаете. Здесь очень много запеченных вкуснейших яблочек, мягеньких и тоненький слой теста. Это все вместе создает просто невероятную текстуру и вкус. Запеченная груша тоже идеально сюда подходит, поэтому можете миксовать яблоки и груши. Также, если хотите добавить новую нотку, добавьте цедру лимона, она сюда тоже идеально подойдет. Вот такой вот класснейший пирог. Можно сказать, что он и полезный, потому что в нем мало теста, много яблок. Поэтому выпекайте и наслаждайтесь. Всем пока, до новых вкусных рецептов!